И снова здравствуйте! Среди замеров фигуры, необходимых для построения выкройки, нет замеров, учитывающих изменения фигуры в движениях. Для построения брюк сравните, насколько изменится объем бедра при стандартном замере на уровне 5-6 см ниже линии сидения, иначе называемой линия на точке Я, а также на этом уровне, если присесть на корточки. Объем бедра. Разница может быть в среднем 4-6 см. Когда мы шьем брюки, часто можно применять свободу облегания брючин по модели или по своему предпочтению. Так, не учитывая особенности фигуры, не измеряя отдельно уровень брючин на уровне объема бедер, при максимальном изменении узкие модели из плотных, не тянущихся тканей могут оказаться в движениях узкими. Если ткань разреженная, мягкая, то в статичном положении с течением недолгого времени она может начать расходиться по швам. Потому при построении конструкции брюк надо для всех людей, а особенно с объемными фигурами нижнего типа, первое, проверять, чтобы ширина брючин вверху была достаточная для объема бедер. Второе, минимальную свободу облегания брать не меньшую, чем измеренная разница объемов в статике и максимальном изменении ноги. Также, только в меньшей величине, изменяется объем руки, когда она полностью согнута в локте. Например, во время разговора по телефону рука согнута. Придется учитывать это изменение. Если тонкие ткани еще как-то могут это сдержать, натяжение, хотя чаще в разошедшихся швах проймы это отразится, то для верхней группы изделий это более критично. Причем надо учитывать это изначально для утеплителя, чтобы рукав не стал тесным, а не только верхнего слоя, который должен учитывать все эти изменения после учета в утеплителе. Эта информация в добавлении к той, что была в основном ролике о свободе облегания. Если вы еще не ознакомились с ним, советую посмотреть. Да, нажатие кнопки «Палец вверх» под роликом покажет мне ваше одобрение. Удачных и ярких изделий!